В Эвиане продолжается саммит Большой Семерки. Все выстроились в очередь к Трампу. Загадка недели. Что в соглашении Трампа с Ираном? Президент США молчит, а по рассказам иранцев выходит, что Америка капитулировала и заплатит репарации. Израиль не собирается выполнять соглашение Трампа с Ираном. Американцы выводят половину своих военных самолетов из Израиля. Российский фрегат обстрелял британскую яхту в Ла-Манше. Турецкий министр иностранных дел предупредил Лаврова. В Черном море Россия должна вести себя прилично. В Вашингтоне отражающий бассейн у мемориала Линкольна зацвел после перекраски Трампа. В английском Аскоте стартовали традиционные королевские скачки. По такому случаю кондитер Бенуа Блин заново изобрел любимый пончик участников и обзор главных событий вокруг чемпионата мира по футболу. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Во французском Эвиан-ле-Бен продолжается саммит G7, Большой Семерки. Во вторник внимание было приковано не только к переговорам по Ирану и Украине. К лидерам стран группы 7 присоединились главы Египта, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Президент Франции Эммануэль Макрон лично встретил гостей перед рабочим ланчем, посвященным ситуации на Ближнем Востоке и вопросам безопасности судоходства в Ормузском проливе. Перед началом встречи лидеры провели серию неформальных переговоров. Дональд Трамп общался с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Италии Джорджией Мелони и премьером Канады Марком Карни. За круглым столом также обсуждались перспективы урегулирования кризиса вокруг Ирана. Кроме того, в Эвиан прибыли приглашенные партнеры саммита: премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Кении Уильям Руто и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён. Позже они присоединятся к дискуссиям по вопросам международного сотрудничества и глобального развития. Соединенные Штаты отказались публиковать текст соглашения с Ираном. А на саммите G7 во Франции документ стал главной темой закрытых переговоров. По данным CNN, Израиль запросил текст меморандума, но получил отказ. В Вашингтоне опасались утечки до официальной публикации. Почему не обнародовать? Потому что сначала я хотел бы сделать это в формальной обстановке. Но у меня нет с этим проблем. Это отличный документ. Вот что в нем сказано. Иран никогда не получит ядерное оружие. Именно это там сказано. Он не получит его ни путем покупки, ни путем разработки. У них не будет ядерного оружия, и я бы сказал, что это примерно 99,9% того, чего я хотел. Вице-президент Джей Ди Венс объяснил задержку просьбами Катара, Пакистана и самого Ирана, заявив, что текст будет опубликован не позднее пятницы. На фоне растущей критики Трамп продолжает защищать соглашение. Президент США заявил, что документ уже подписан, а Ормузский пролив начал возвращаться к нормальной работе. Я очень рад сказать. Соглашение подписано. Все подписано. Пролив уже частично открыт. Как вы знаете, там еще ищут несколько мин, которые уже обнаружили. Но по сути суда уже начинают выходить. В пятницу пролив будет полностью открыт. В Тегеране сообщили новые детали. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что достигнут лишь первый этап договоренностей. В ближайшие 60 дней стороны должны согласовать судьбу санкций, замороженных активов и ядерной программы. Из-за трудностей в достижении соглашения между нами и Соединенными Штатами, вызванных преступной агрессией США и сионистского режима против Ирана, мы в итоге решили разделить переговоры на два этапа. На первом этапе мы будем обсуждать вопросы, связанные с прекращением войны, Ормузским проливом, морской блокадой, размораживанием иранских средств, восстановлением и другими связанными темами. Цель состояла в том, чтобы достичь меморандума о взаимопонимании по этим вопросам, а затем продолжить переговоры в течение 60 дней для достижения окончательного соглашения. В рамках окончательного соглашения будут приняты решения по ядерным вопросам и снятию санкций, и мы придем к всеобъемлющему окончательному урегулированию. Прекращение войны также включает прекращение оккупации. Без вывода израильских сил с территорий, которые они заняли в ходе этой войны, полного окончания войны не будет. Любая военная атака сионистского режима на Ливан с этого момента, равно как и продолжение оккупации ливанских территорий, с нашей точки зрения, будет считаться нарушением меморандума о взаимопонимании. Похожую позицию озвучил и представитель МИД Ирана Исмаил Багай, назвав соглашение результатом сопротивления Ирана и его союзников. За последние 24 часа мы стали свидетелями крупных событий. Окончательное согласование меморандума о взаимопонимании между Ираном и Соединенными Штатами для прекращения войны, навязанной Ирану, США и сионистским режимом на всех фронтах, включая Ливан, стало чрезвычайно важным событием.
Это результат стойкости и легендарного сопротивления иранского народа перед лицом агрессии и преступлений двух беззаконных игроков, обладающих всеми материальными возможностями. Самая жесткая реакция поступает из Израиля. Биньямин Нетаньяху впервые публично прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что интересы безопасности Израиля остаются для него приоритетом даже при разногласиях с Белым домом. Нетаньяху фактически дал понять, что Израиль не считает противостояние завершенным. Президент Трамп и я знаем друг друга много лет. Он президент Соединенных Штатов, а я премьер-министр Израиля. Во многих случаях мы смотрим на вещи одинаково, но бывают и моменты, когда наши взгляды расходятся. Я отвечаю за интересы безопасности Израиля и настаиваю на них. Мы спасли государство Израиль от уничтожения. Но я говорю вам, граждане Израиля, борьба не закончена. Нам придется и дальше стоять на страже, оставаться сильными и решительными, чтобы защищать себя, когда это необходимо. По данным израильских СМИ, соглашение вызвало серьезное раздражение среди сторонников правительства. Комментаторы называют его уступкой Тегерану и победой посредников из Катара. В Евросоюзе тем временем предупредили: автоматической отмены санкций не будет. Урсула фон дер Ляйен заявила, что сначала Европа должна увидеть реальные изменения политики Ирана. Нам нужны реальные изменения на земле, прежде чем мы сможем думать о снятии санкций. Санкции вводятся для изменения поведения. Если поведение меняется убедительно и проверяемо, тогда санкции можно снимать. Таким образом, спустя сутки после объявления о соглашении главный спор уже идет не о прекращении войны, а о том, что именно подписали стороны, какие обязательства взял на себя Иран и насколько далеко готов зайти Израиль, который до сих пор не видел полный текст документа. А тем временем телекомпания Аль-Арабия, ее штаб-квартира расположена в Саудовской Аравии, получила текст 14-пунктного меморандума между США и Ираном, который планируют подписать в пятницу в Швейцарии. Документ предусматривает немедленное и постоянное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, взаимный отказ от применения силы и признание суверенитета друг друга. Стороны обязуются в течение 60 дней подготовить окончательное соглашение. США должны снять морскую блокаду Ирана, восстановить судоходство и начать вывод сил из региона после заключения финального договора. В ответ Иран обязуется полностью восстановить движение через Ормузский пролив и провести разминирование маршрутов. Вашингтон также обязуется разработать совместно с партнерами программу восстановления и развития иранской экономики объемом не менее $300 миллиардов. Отдельный пункт предусматривает поэтапную отмену санкций. От американских ограничений до решений Совбеза ООН и МАГАТЭ. Иран вновь подтверждает отказ от создания ядерного оружия. При этом вопросы обогащенного урана, будущего ядерной программы и объемов обогащения переносятся на следующий этап переговоров. До заключения окончательного соглашения стороны сохраняют статус-кво. Иран не расширяет ядерную программу, а США не вводят новые санкции и не наращивают военное присутствие. Документ также предусматривает немедленное разрешение на экспорт иранской нефти и нефтехимии, разблокировку замороженных иранских активов, создание механизма контроля за выполнением соглашения и последующее утверждение итогового договора обязательной резолюции Совета Безопасности ООН. Даже спустя сутки после объявления американо-иранского соглашения Конгресс США по-прежнему не видел его текста. Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн заявил, что не получал закрытого брифинга и лишь ожидает, что администрация представит документ позже на этой неделе. По словам Тьюна, Сенат официально запросил меморандум у Белого дома. Республиканец подчеркнул, что законодатели узнают детали только после публикации текста, который администрация пока продолжает скрывать. Одновременно выяснилось, что вице-президент Джей Ди Венс уже провел закрытую телефонную конференцию с группой сенаторов-республиканцев. После разговора сенатор Роджер Маршалл назвал соглашение победой Америки. По его словам, Белый дом делает акцент на двух ключевых положениях. Иран не должен получить ядерное оружие, а Ормузский пролив должен оставаться открытым для международного судоходства. Таким образом, вокруг соглашения сохраняется необычная ситуация. Вашингтон требует поддержки Конгресса и союзников, но сам документ до сих пор остается засекреченным даже для значительной части американских законодателей. Иран получил возможность в любой момент вновь перекрыть Ормузский пролив. К такому выводу пришли американские разведслужбы после 4-месячной войны между США и Ираном. По данным CNN, в Вашингтоне считают, что Тегеран не только доказал готовность пойти на этот шаг, но и сохранил большую часть средств, необходимых для его повторения, и тем самым получил мощный инструмент давления на Запад, Китай и страны Персидского залива. По оценкам источников CNN, Иран сделал два важных вывода из войны. Первый – перекрытие Ормузского пролива оказалось эффективным рычагом давления на мировые рынки. Второй – удары по нефтегазовой инфраструктуре арабских монархий позволяют наносить серьезный экономический ущерб противникам без прямого столкновения с США. А в Вашингтоне признают, что недооценили готовность Тегерана пойти на блокаду.
Администрация Дональда Трампа рассчитывала, что такой шаг нанесет самому Ирану больше вреда, чем его противникам, а Китай удержит Тегеран от эскалации. Однако расчет оказался ошибочным. Иран сохраняет значительную часть своего военного потенциала. Ракеты, ударные беспилотники, мобильные пусковые установки, морские мины и сотни быстроходных катеров, способных действовать в акватории пролива. Более того, по данным американской разведки, иранский военно-промышленный комплекс восстанавливается быстрее прогнозов. Дополнительную тревогу вызывает другой сценарий. По данным CNN, в случае провала переговоров, Иран может использовать союзников хуситов для давления на Баб-эль-Мандебский пролив между Красным морем и Индийским океаном. Одновременные проблемы в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах способны вызвать крупнейший сбой мировой торговли и энергетических поставок за многие десятилетия. Иран пытается спрятать свои запасы высокообогащенного урана. По данным американской разведки, Тегеран в последние недели обрушает тоннели, минирует входы и блокирует доступ к подземным объектам, где может храниться уран, обогащенный почти до оружейного уровня. Речь идет прежде всего о комплексах в Фордо, Натанзе и Исфахане. Спутниковые снимки показывают засыпанные входы, новые земляные укрепления, противотанковые заграждения и признаки подготовки к отражению возможной наземной операции. Часть тоннелей остается полностью недоступной после ударов США и Израиля в 25-26 годах. При этом эксперты отмечают, признаков возобновления обогащения урана нет. Центрифужная программа Ирана фактически уничтожена. Заводы по производству центрифуг в Натанзе, Исфахане, Карадже и Тегеране остаются разрушенными, а подземные объекты лишены полноценного электроснабжения и инфраструктуры. По оценкам специалистов, в подземных хранилищах все еще находится около 10 тонн обогащенного урана, включая примерно 440 килограммов 60% высокообогащенного урана. Более половины этих запасов, предположительно, находится в тоннелях Исфахана. Еще часть в Фордо и Натанзе. Однако наличие урана еще не означает возможность быстро создать ядерное оружие. До войны в июне 2025 года в Иране было 3 работающих завода по обогащению и мог выйти на оружейный материал за считанные дни. Сейчас такой возможности, по оценкам аналитиков, нет. Более того, сроки потенциального создания ядерного заряда увеличились как минимум до года. При этом Иран по-прежнему не допускает инспекторов МАГАТЭ к ключевым объектам и не раскрывает точное местонахождение своих запасов высокообогащенного урана. Поэтому контроль за ядерной программой все больше опирается на спутниковую разведку, а не на международные инспекции. Израиль нанес новую серию ударов по югу Ливана. По данным ливанского агентства ННА, во вторник беспилотники трижды атаковали центральную площадь города Майфадун в провинции Набати. Еще один удар пришелся по автомобилю в соседнем Шукине. В результате атак погибли как минимум 4 человека. Кроме того, в Хадате израильский дрон сбросил боеприпас рядом с группой местных жителей. Ранения получили 4 человека. Цахал подтвердил проведение операции. По заявлению израильских военных, ранее были перехвачены несколько ракет, выпущенных с территории Ливана. После этого израильская авиация нанесла удар по пусковой установке. Также армия сообщила об уничтожении подозрительного автомобиля в районе действий израильских подразделений на юге Ливана. Удары произошли спустя несколько часов после заявления главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, который потребовал считать вывод израильских войск из Ливана обязательным условием полного прекращения войны в регионе. Израильское руководство ранее не раз заявляло, что Израиль не является стороной соглашения между США и Ираном, не в курсе его содержания, не намерен выводить войска с занятых позиций и продолжит военную кампанию против Хезболлы. После подписания американо-иранского меморандума США начали сокращать военное присутствие в израильском аэропорту Бен-Гурион. По данным израильского 12-го канала, Вашингтон планирует вывести около 20% из 72 самолетов-заправщиков, переброшенных в Израиль во время войны. Сейчас военная авиация занимает значительную часть стоянок аэропорта и создает проблемы для гражданских перевозок. Министр транспорта Израиля Мири Регев потребовала срочно освободить часть инфраструктуры, предупредив правительство, что в противном случае под угрозой окажутся летние рейсы и перевозки более 2 миллионов пассажиров, включая паломников, направляющихся в украинскую Умань, на Рош-Хашана. Часть самолетов может быть переброшена в Европу и сохранена в резерве на случай возобновления боевых действий. Еще в мае Управление гражданской авиации Израиля предупреждало, что превращение Бен-Гуриона в фактическую американскую военную базу угрожает работе израильских авиакомпаний, возвращению иностранных перевозчиков и стабильности воздушного сообщения страны. Российский фрегат «Адмирал Григорович» открыл предупредительный огонь в сторону британской яхты Bright Future в Ла-Манше. Российские моряки оправдывают стрельбу по гражданскому судну, якобы опасным сближением с фрегатом. За действиями российского корабля наблюдали патрульные корабли Королевского флота HMS Mercy и HMS Tyne. Лондон официально ситуацию пока не комментировал.
Инцидент произошел на фоне резкого обострения отношений между Москвой и Лондоном после задержания британскими военными танкера «Смертос», который Великобритания связывает с российским теневым флотом. Ла-Манш является частью территориальных вод Великобритании и Франции, но при этом является международным проливом, через который обеспечивается свободный транзит между Атлантическим океаном и Северным морем. Поэтому применение оружия в отношении гражданского судна в его акватории рассматривается как крайне серьезный инцидент с точки зрения международного морского права и безопасности судоходства. Адмирал Григорович, носитель крылатых ракет «Калибр» и один из ключевых боевых кораблей Черноморского флота России. Вернуться в порт постоянного базирования Черноморского флота в Новороссийск адмирал Григорович сейчас не может. После начала войны Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей воюющих сторон. Поэтому российские корабли, покинувшие Черное море, фактически оказались отрезаны от своих основных баз. А тем временем в Москве встретились министры иностранных дел России и Турции. Главная тема переговоров – прекращение войны России с Украиной. Пока способы усадить Путина за стол переговоров обсуждали на саммите Большой Семерки, главе турецкого МИДа выпало пообщаться с Лавровым и попытаться убедить Кремль начать реальные переговоры о мире. Впрочем, после встречи Лавров выступил с традиционной риторикой. В Евросоюзе, как вы знаете, есть несколько тенденций. Одна из них – просто сделать Евросоюз таким военным самостоятельным блоком в соответствии со статьей 47, по-моему, или 45 соглашений о Евросоюзе, соответствующих документов. Другая тенденция заключается в том, что сами в одиночку члены Евросоюза не справятся, и англичане, по нашим данным, продвигают идею создания отдельного военного союза с участием наиболее ярых русофобов из нынешнего Евросоюза, с участием Лондона, то есть самих себя, и с участием Украины. Евросоюз все свои конструкции в сфере укрепления безопасности выстраивает против Российской Федерации. И это с точки зрения наших интересов. Подключение Украины в Евросоюз будет, безусловно, использоваться теми, кто хочет его милитаризировать. Тем более сам Зеленский неоднократно говорил, что он готов возглавить европейские вооруженные силы. Что-то близкое к этому он произносил. А вот заявление Хакана Фидана после переговоров с Лавровым. Я вновь заявил Лаврову, что мы готовы принять у себя последующие раунды переговоров. Главным приоритетом нашей страны является возвращение России и Украины за стол переговоров. Если стороны достигнут согласия, мы готовы обсудить, как сделать переговорный процесс более результативным и ориентированным на достижение конкретных результатов. Я довел до сведения моего уважаемого коллеги наши ожидания относительно предотвращения недавних инцидентов, которые могут нанести ущерб интересам нашей страны в Черном море. Заявление турецкого министра иностранных дел Хакана Фидана выдержано в нехарактерной для российского МИДа традиционно вежливой дипломатической форме, однако по сути является очень жестким предупреждением. Формула «довел до сведения наши ожидания» на дипломатическом языке обычно означает не просьбу, а требование изменить поведение. Еще более показательно упоминание инцидентов, которые могут нанести ущерб интересам нашей страны. Таким образом, Анкара публично дала понять, что возлагает именно на Москву ответственность за любые инциденты в Черном море. Для пресс-конференции после переговоров министров иностранных дел это заметно более жесткая формулировка, чем стандартные заявления об обеспокоенности. Поводом для подобных заявлений могли стать события 28 мая, когда сухогруз «Энд», принадлежащий турецкой компании, исследовавший из украинского порта Одесса в Турцию под флагом Вануату, подвергся атаке российского беспилотника в Черном море. В результате были ранены 2 граждан Турции. У знаменитого отражающего бассейна между мемориалами Линкольна и Вашингтона в столице США возникли проблемы спустя несколько дней после завершения масштабной реконструкции по инициативе Дональда Трампа. Проект предусматривал осушение, очистку и перекраску дна бассейна в цвет, который Трамп назвал «синим», как на американском флаге. Первоначально стоимость работ оценивалась менее чем в $2 миллиона, однако, по данным американских СМИ, итоговые расходы превысили 14 миллионов. Рабочие Национальной парковой службы начали заливать в воду перекись водорода и применять озоновые установки для борьбы с мощным цветением водорослей. Вода в бассейне приобрела ярко-зеленый оттенок всего через неделю после открытия объекта. Среди предположений это случилось из-за того, что дно бассейна после перекраски стало намного темнее, вода прогревается интенсивнее, и это способствует интенсивному росту водорослей. В Великобритании стартовали знаменитые скачки Royal Ascot, одно из главных светских событий британского лета. В первый день на ипподром в графстве Беркшир прибыли король Чарльз III и королева Камилла, традиционно возглавившие королевскую процессию в конных экипажах.
Royal Ascot проводится с 1711 года по инициативе королевы Анны и остается одним из немногих спортивных событий Великобритании, где участие королевской семьи является обязательной частью церемониала. Пятидневный турнир ежегодно собирает лучших лошадей, жокеев и тренеров со всего мира. Центральным событием станет Золотой кубок Аскота, одна из самых престижных скачек на длинную дистанцию в мировом календаре. Однако для миллионов британцев Royal Ascot – это не только спорт. Британские СМИ традиционно уделяют не меньше внимания моде, чем результатам заездов. Уже в среду состоится Ladies' Day, знаменитый День шляп, когда участницы соревнуются в самых необычных и экстравагантных головных уборах. Организаторы ожидают десятки тысяч гостей, а фотографии шляп традиционно становятся одними из самых обсуждаемых кадров мероприятия. Среди гастрономических новинок этого года так называемый сканаут – гибрид пончика и традиционной британской булочки скана с малиновой начинкой, специально созданной для гостей королевских скачек. Что такое сканат? Ну, я и сам не знал, мне пришлось его придумать. Пришлось разобраться. Поскольку булочки-сконы уже стали традицией на скачках в Royal Ascot, мы решили немного освежить эту идею и объединить скон и пончик в десерт, который удобно есть во время дневных мероприятий. Он уникален, потому что был создан специально для этого события. Мы объединили что-то очень классическое, традиционный скон, с более современной концепцией и новыми вкусами. Поэтому в этот раз все не ограничивается джемом и сливками. Мы добавили свежий малиновый компот, который прекрасно его дополняет. Чемпионат мира по футболу FIFA 2026 продолжает приносить новости не только с футбольных полей. Главной темой в Бразилии стало возвращение Неймара. Форвард впервые провел тренировку после прибытия команды в США. 34-летний нападающий восстанавливается после травмы икроножной мышцы, полученной еще в чемпионате Бразилии. До старта турнира его готовность вызывала серьезные вопросы. Бразильцы начали чемпионат с ничьей против Марокко 1-1. Впереди матчи против Гаити и Шотландии. В Аргентине тысячи болельщиков собрались на фанфестах перед стартовым матчем против Алжира. Настроение у аргентинцев боевое. Команда приехала на турнир действующим чемпионом мира и лидером рейтинга FIFA. При этом многие называют этот чемпионат мира последним в карьере Лионеля Месси и надеются увидеть еще один титул капитана сборной. Алжирские болельщики устроили масштабное шествие в Канзас-Сити. С фаерами, барабанами и национальными флагами они готовились к одному из самых сложных матчей группового этапа против Аргентины. После аргентинцев алжирцев ждут встречи с Иорданией и Австрией. Во Франции главным героем дня стал Килиан Мбаппе. В матче против Сенегала французы победили со счетом 3-1, а Мбаппе оформил дубль. Нападающий довел свой счет до 14 голов на чемпионатах мира и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. Теперь до абсолютного мирового рекорда Мирослава Клоза ему осталось всего 2 мяча. Сборная Кот-д'Ивуара после победы над Эквадором 1-0 готовится к ключевому матчу против Германии. Немцы начали турнир разгромом Кюрасао со счетом 7-1 и уже обозначили претензии на победу в группе. Для ивуарийцев это первое участие в чемпионате мира с 2014 года. В Англии обсуждают не столько футбол, сколько атмосферу вокруг турнира. Легенда сборной Джон Барнс исполнил знаменитый рэп из гимна World in Motion на колесе обозрения London Eye перед стартом английской команды. А в зоопарке Далласа 3 львицы неожиданно предсказали победу Хорватии над Англией в матче, который состоится уже сегодня. А в Лос-Анджелесе продолжаются споры вокруг сборной Ирана. Матч Ирана и Новой Зеландии завершился результативной ничьей 2-2. Однако не меньше внимания привлекли события за пределами стадиона. Перед игрой несколько сотен представителей иранской диаспоры вышли на акцию протеста против властей Исламской Республики. Для крупнейшей иранской общины за пределами страны чемпионат мира стал поводом для острых дискуссий. Одни болельщики подчеркивают, что поддерживают исключительно футболистов, другие заявляют, что не считают нынешнюю команду представителем иранского народа. На поле же Иран дважды отыгрывался по ходу встречи и сохранил шансы на выход из группы перед матчем против Бельгии.